В декабре 1804 года в соборе Парижской Богоматери Наполеон Бонапарт короновал себя императором французов. Европа никогда не видела такого внезапного и удивительного прихода к власти. От сына обедневших корсиканских дворян до военного диктатора Франции чуть более чем за 10 лет. Революция и война расчистили Наполеону путь к трону. Война будет доминировать в его десятилетнем правлении. Беспрецедентный конфликт в истории, который приведет к гибели миллионов людей и потрясению на континенте. Прошло 8 месяцев после коронации Наполеона. Французская империя и ее испанский союзник находились в состоянии войны с Великобританией, и Наполеон собрал армию в 180 тысяч человек вдоль побережья Ла-Манша. Но пока британский королевский флот доминировал на море, вторжение было невозможно. Но и Британия не могла бросить вызов Франции на суше. И вот британский премьер-министр Уильям Питт попытался создать европейскую коалицию против Наполеона, используя дипломатию и золото. Британия окажется самым стойким врагом Наполеона, а ее пресса будет наслаждаться безжалостным издевательством над французским императором. Великобритания и Франция были давними соперниками как в Европе, так и за рубежом. Но теперь Питт опасался, что завоевания Наполеона сделали Францию слишком могущественной. Французский император должен был быть побежден, а баланс сил в Европе восстановлен, если когда-нибудь наступит прочный мир. Питт нашел добровольных союзников в Европе. Среди монархов, которые презирали Наполеона как продукт французской революции и опасную угрозу существующему порядку. Австрия питала самые глубокие обиды, видя, как ее влияние в Германии и Италии неуклонно подрывается победами Франции. Последней каплей стал май 1805 года, когда Наполеон также короновал себя королем Италии в Милане. Австрия, Россия, Швеция и Неаполь присоединились к Великобритании в союзе, известном как Третья коалиция, и разработали амбициозный план серии совместных наступательных операций против Франции. Главный удар будет нанесен объединенной австро-русской армией, наступающей через Рейн во Францию. Но Наполеон узнал об их планах заранее и отреагировал с неимоверной быстротой и храбростью. Он был полон решимости нанести удар первым, прежде чем союзники смогут объединить свои силы, и приказал своей армии, теперь переименованной в Великую армию, выступить маршем к реке Рейн. Его целью была австрийская армия генерала Мака, которая предприняла преждевременное наступление на Баварию, союзницу Франции, и теперь была опасно изолирована от других союзных армий. Наполеон приказал маршалу Мюрату, своему знаменитому яркому командиру кавалерии, совершать ложные атаки через Шварцвальд, в то время как остальная часть его армии, быстро продвигаясь, окружила бы армию Мака с севера. Мы рады сообщить, что теперь доступно спонсорство на канале «Эпичная история». Теперь каждый может поддержать нашу работу и помочь сделать видео более регулярными. Ваши имена будут увековечены в титрах наших видеороликов. Также у вас появится уникальный значок около никнейма в комментариях под видео. Участники более высокого уровня смогут просматривать новый контент, по крайней мере, за день до его официального релиза, без рекламы, и в конце каждого ролика мы не забудем о вас упомянуть. Мы будем искренне благодарны за вашу поддержку эпичной истории. Вместе мы делаем этот мир лучше. Тем летом Великая армия Наполеона была самой грозной. Хорошо обученная, высоко мотивированная, ее полки были в полном составе. Более того, она была недавно реорганизована в соответствии с системой корпусов, которой позже подражали практически все армии мира.
Каждый корпус, которым командовал маршал, представлял собой мини-армию численностью от 15 до 30 тысяч солдат со своей пехотой, кавалерией, артиллерией и поддержкой, состоящей из разведчиков, инженеров и транспорта. Это означало, что каждый корпус мог маршировать и сражаться в течение ограниченного времени независимо, что позволило Наполеону порвать со старой доктриной сосредоточения всей армии и наступать со своими корпусами, широко рассредоточенными по местности. Это помогало скрыть его реальную цель и увеличивало скорость передвижения, потому что армия могла продвигаться по нескольким дорогам и жить за счет земли, забирая свои припасы из множества деревень, а не полагаться на медленно движущиеся фургоны с припасами. Когда основные силы противника были бы замечены, армия могла быстро сосредоточиться для сражения. Именно так армия Наполеона могла двигаться со скоростью, которая часто удивляла и дезориентировала его врагов. Мак не осознавал, в какой опасности он находится, пока не стало слишком поздно. Быстроходная армия Наполеона переправилась через Дунай позади него и окружила его армию. Мак предпринял серию плохо скоординированных контратак. Но, несмотря на отчаянные бои, австрийцы не смогли вырваться из ловушки. Мак отчаянно надеялся, что русская армия Кутузова сможет прибыть вовремя, чтобы спасти его. Но русские все еще были в 260 километрах отсюда. И вот в Ульме 19 октября, всего через 6 недель после начала войны, Мак сдался вместе со своей армией Наполеону. Французы взяли почти 60 тысяч австрийских пленных, и Наполеон нанес свой первый сокрушительный удар по коалиции. Русский генерал Михаил Кутузов был опытным и осторожным командиром, более осторожным, чем Мак. Его армия была истощена после марша длиной в 1500 километров из России. Но, услышав о капитуляции Австрии в Ульме и зная, что он недостаточно силен, чтобы противостоять Наполеону в одиночку, он немедленно приказал отступить. Наполеон начал преследование. Русские провели несколько опасных арьергардных боев, но не смогли спасти столицу Австрии Вену, которую французы заняли 12 ноября. Кутузов ускользнул в Ольмюц, где к нему присоединились подкрепления, а также император России Александр и император Австрии Франц лично. Наполеон был взбешен тем, что Кутузов сбежал. К этому времени его армия тоже была истощена и находилась далеко от дома, приближалась зима. Ему нужно было быстро навязать генеральное сражение. К счастью для него, самоуверенный 27-летний российский император стремился к военной славе, игнорируя опасения своего командира-ветерана генерала Кутузова. При приближении армии союзников Наполеон приказал своим корпусам быстро объединиться на поле боя, которое он тщательно выбрал, недалеко от города Аустерлиц. Наполеон наблюдал за диспозицией своей армии до поздней ночи, а затем поспал несколько часов у походного костра. Рассвет ознаменует первую годовщину его коронации в качестве императора и обещает битву, которая создаст или разрушит его молодую империю. Утро 2 декабря 1805 года было холодным и ясным, с густым туманом. Две армии почти одинакового размера столкнулись друг с другом на поле боя шириной 11 километров, но союзники удерживали Працинские высоты, в то время как французский третий корпус под командованием маршала Даву все еще маршировал на поле боя. Видя тонко растянутый правый фланг Наполеона, союзники планировали крупномасштабную атаку с Працинских высот, чтобы нанести удар по французам справа, а после повернуть направо и ударить по основным силам Наполеона. Но они не знали, что Наполеон рассчитывал на то, что его слабое правое крыло заманит союзников в ловушку,
после чего он начнет свою собственную атаку на Праценские высоты, чтобы разделить армию союзников пополам. Его смелый план основывался на правильном прогнозировании действий союзников, быстром прибытии третьего корпуса Даву на правый фланг и идеально рассчитанной контратаке. Сражение началось около 7 утра, когда австрийские войска авангарда генерала Кинмайера столкнулись с французскими войсками, защищавшими деревню Тельниц. Перед лицом превосходящих сил французы сражались упорно и храбро, но постепенно они были вынуждены отступить. Но союзники, вместо того, чтобы провести свою великую охватывающую атаку, ничего не сделали. Утренний туман и позднее поступление приказов привели к путанице и задержкам, и прошел еще час, прежде чем первые 3 союзные колонны двинулись в путь. Вскоре ожесточенные бои разгорелись вокруг деревни Сокольниц и замка. Корпус маршала Даву, который только что форсированным маршем прошел 110 километров за 2 дня, теперь прибыл для усиления французского правого фланга. Около 9 утра его ведущая пехотная бригада внезапно появилась из тумана и отбила Тельниц, перед тем, как австрийские гусары, в свою очередь, отбросили его назад. Остальные 2 бригады Даву усилили французские войска в Сокольнице. Когда туман начал рассеиваться, Наполеон увидел, что левый фланг союзников, как он и надеялся, отходит с Праценских высот, и он приказал 4-му корпусу маршала Сульта начать атаку. К тревоге союзных командиров 2 французские пехотные дивизии, до сих пор скрытые туманом, внезапно были замечены продвигающимися прямо к центру союзников. Генерал Кутузов был вынужден спешно организовать оборону высот с использованием войск 4-й колонны. Последовали 2 часа кровавых боев. Мушкетный огонь был таким быстрым и яростным, что у обеих сторон вскоре закончились боеприпасы, и они перешли на штык. К 11 часам утра французы, имея преимущество в подготовке и дисциплине, закрепились на высотах и вбили глубокий клин в позиции союзников. На севере развернулось гигантское кавалерийское сражение. В то время как русские войска из авангарда генерала Багратиона захватили деревню Босенец, прежде чем они были остановлены пушечным огнем с холма Сантон. Решительная атака 6 полков французской тяжелой кавалерии наконец отбросила союзников, позволив 5-му корпусу маршала Ланна продвинуться вперед и захватить Глазовец и Крюк. Теперь великий князь Константин, командовавший Российской императорской гвардией, повел вперед этот последний резерв союзников в отчаянной попытке вернуть Праценские высоты. Батальон французского 4-го линейного полка был атакован русской гвардейской кавалерией, которая потеряла свой штандарт с орлом в кровавом бою. Наполеон, поднявшись на высоты, послал туда свою собственную гвардейскую кавалерию. В этой мрачной схватке между элитными всадниками обеих армий французы, наконец, одержали верх. Наполеон разбил союзный центр. Теперь нужно захлопнуть ловушку на левом фланге союзников, все еще охваченных тяжелыми боями вокруг Сокольница. Около 2 часов дня Наполеон приказал 4 дивизиям повернуть на юг и отрезать им путь к отступлению. Генерал Буксгевден, командовавший левым флангом союзников, только теперь увидел, в какой опасности он находился. Атакованный с 3 сторон, единственный выход был на юг. Многие из его войск были вынуждены бежать через замерзшие пруды. Французская артиллерия открыла огонь, пытаясь разбить лед своими пушечными ядрами. Около 200 человек и десятки лошадей утонули в ледяной воде. Но не тысячи, как утверждала пропаганда Наполеона. Французский император одержал блестящую победу.
Его армия взяла в плен более 10 тысяч солдат и захватила 45 вражеских штандартов. Тысячи убитых и раненых со всех сторон усеивали поле боя. Многие из них оставались лежать на месте в течение нескольких дней. Битва трех императоров, как ее назовут, стала сокрушительным ударом по Третьей коалиции. Когда российские войска отступили обратно в Россию, Франц I был вынужден согласиться на унизительный мир с Францией, по которому Австрия обязалась выплатить компенсацию в размере 40 миллионов франков и уступить свои южные земли в обмен на мир. В это же время до Наполеона дошла весть о катастрофическом франко-испанском поражении на море у мыса Трафальгар. Британский адмирал лорд Нельсон ценой собственной жизни одержал столь полную победу, что она закрепила британское морское господство не только на оставшуюся часть войны, но и на следующие 100 лет. Британия – владыка моря. Наполеон – непобедимый на суше. Кит и слон, ни один из которых не может бросить вызов другому в своих собственных владениях. Когда Вильям Питт получил известие о победе Наполеона при Аустерлице, он сказал: «Сверните эту карту Европы, следующие 10 лет она не понадобится». Месяц спустя Питт скончался, но его предупреждение о том, что Европе предстоит еще 10 лет войны и потрясений, окажется пророческим. Спасибо за просмотр. У нас появилась группа ВКонтакте, Твиттер и Телеграм-канал. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходах новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Кириллу Дрельюсу.